Здесь, на Эльбрусе, мы встретились с Димой Портнягиным. Здесь мы пообщались с Эдом Халимовым, основателем науки выживать, науки побеждать. Спустился как танкист бронетехники горелый, блин. Здорово, что с нами были рядом такие опытные люди. Это вас измотает за день? Нет. Но за 5 дней измотает. Здесь было преодоление капитальное для меня. Вот для чего? Какая прелесть вот этой вершины? Вы знаете, я до сих пор не могу найти ответ. Чуни. Инструктор поднимется в них. Ты вряд ли. В них ништяк. Засовывайте под пяточку. Тебе ништяк. Мне нравится, что происходит. Я надеюсь, что вам тоже понравится. Привет, привет еще раз. Непередаваемое ощущение. Я за всю жизнь, наверное, второй раз ночую в палатках и вот засыпать и просыпаться под шум горной реки, чувствовать этот воздух, укутываться в этой теплой одежде, наслаждаться вообще необычностью всего происходящего, это круто. Все только начинается, посмотрим, что будет дальше. Это реально моя первая ночь в палатке в жизни. Здесь какое-то место силы, тут все энергетикой пропитано, и здесь реально круто. Цель одна – дойти до вершины, несмотря ни на что, несмотря на все трудности. Не просто дойти, а получить невероятный кайф от этого восхождения. Как вообще пришла идея пойти на Эльбрус? Ну, на самом деле, я в конце года обычно планирую следующий год в режиме каких-то крупных событий, поездок. Ну, я знал, что мне надо пару мероприятий, которые бы помогали мне открыть новые горизонты, понять глубже себя, помедитировать. Короче, что-то экстремальное, что-то связано с выживанием, может, что-то связано с физическими нагрузками. Вот. Затем, недолго думая, стал подбивать свое окружение на этот поход, потому что одному бывать в таких местах, я считаю, это слишком эгоистично. Нужно подтягивать свое окружение и стараться сделать все, чтобы люди видели такие места. И когда ты идешь с командой, это еще и мощный тимбилдинг. Поэтому, ребята, занимайтесь активным туризмом. Чувствуется эта энергетика, чувствуется эта высота. Позже покажу, как там наверное. Если в группе начинается срач, если все друг другу делают подлянки, если нет приятного микроклимата, то тяжело подниматься, тяжело реализовывать цель, когда тебе стрёмно. Когда рядом с тобой стрёмные люди, когда ты не смог с ними наладить отношения, когда есть какие-то сплетни, предательства, разборки и так далее. То есть человеческий фактор. Второй фактор – фактор личной физической подготовки. То есть если человек трищ, жиробас, просто больной, небольшая складочка, натёк, все, даже супер-пупер там Ironman с натертой ногой на гору не поднимется. То есть фактор здоровья, выносливости, он очень важный, он играет роль. Все это ради вот этого штурма и оказаться на вершине, вот здесь стоять с чувством победителя. Это неописуемо, я каждый раз поднимаюсь, каждый раз кайфую, хотя скажу сразу, халявы нет. Чего я это делаю? Я уезжаю из той городской среды сюда, чтобы здесь не мое мнение, навязанное извне, кинуть. Я это скидываю, возвращаюсь сюда в город, мы там закоксовываемся, живем не своей жизнью. Каждый из вас поймет со временем, через 2-3 недели, может быть через месяц, зачем он поднялся. Тот случай, когда приятное с полезным. Идем с Ваней, разговариваем об инвестициях, об открытии магазинов, торговых центрах. Да, и при этом такой вид. Да, вид охеренный. Здесь очень важно делать плавно. Первый день. Поднялись на высоту 3000 метров. Побыли чуть-чуть, спустились. Опа! Организм понял. Те условия 3000, уже может голову придавить, спустился вниз. Здесь на высоте 2000 мы отдыхаем, у нас акклиматизация. Организм понимает, что хозяин идиот, и он его загонит, скорее всего, еще выше. И он начинает включать процессы, чтобы ты был готов. В следующий раз, когда на 3 поднимаешься, тебе уже нормально вообще. И мы идем на 3500. Поднялись на 3500.
спустились обратно на 2. И потом мы уже забрасываемся на 4100, поднимаемся на 4800, то есть еще выше, и обратно вниз. Это вирус в ослабленном состоянии. Иммунитет включается, и он побеждает, и он становится сильнее. И когда вирус серьезный приходит, у тебя иммунитет уже сильный, он борется. Такая некая прививка. Раз прививку, 2, и потом наш организм готов. К высоте 5642. И мы поднимаемся, и нормально. Что, друзья, мы находимся на отметке 3000 метров. Гора Чигет, промежуточный рубеж. Проходим акклиматизацию, все хорошо. Если посмотреть вот туда, можно увидеть озеро Дангазарум. Такое зеленое, неприятного отлива озеро, но здесь живописный вид. Первый день хороший. Нет какой-то усталости. По расстоянию будет побольше, конечно, чем сегодня. Ну, на 500 метров повыше. Сегодня это наша верхняя точка. Сейчас пойдем вниз, туман, плохая видимость. В общем, такая тема, когда идешь по горе, ты идешь шаг за шагом, и вот так получается, что ты смотришь в землю. Тем более у меня кроссовки не с высоким голеностопом. Я смотрю под ноги, смотрю, чтобы не оступиться, и вот всю дорогу идешь мелкими шагами, смотришь на пятки своего товарища, смотришь там, на его другие части тела, потихоньку, постепенно идешь. И наступает момент, когда ты, допустим, останавливаешься на привал, поворачиваешь голову и понимаешь, что находишься на новой высоте. Тебя окружают потрясающие виды, и, блин, ты этого реально не замечаешь в процессе пути. Также и в целях, в любых целях, в бизнесе, в отношениях. Ты идешь, ты можешь не замечать какого-то результата, ты не можешь видеть картинку сверху, видеть всего, что происходит. Ты идешь к своей цели и к своей красоте. Поэтому, друзья, не останавливайтесь, идите вперед, ну а мы пошли дальше. Друзья, мы находимся на отметке 3000 метров, но все это цветочки по сравнению с тем, что ждет нас на самом верху. Ни хрена не готовился, сотка еша, сейчас 4 хичина приговорил и 2 брусники. Иду на рогах, всегда по жизни иду на рогах просто и до последнего. Там если что, тело поднимете. В марафоне ты можешь пробежать свои 42 километра из последних сил, проблеваться, прослезиться, упасть там без сознания, в соплях, слюнях, и все, это финиш. Тебя укроют одеялом спасателя, дадут там изотоник попить, все нормально, все как бы, в горах все по-другому. Ты поднимаешься до вершины, в соплях, слюнях, дали попить горячего чая, но это не конец. Тебе еще нужно вниз весь этот путь преодолеть. Ты всегда должен оставлять запас сил, всегда, то есть, а до вершины и еще больше, то есть вниз спуститься. Это в жизни тоже важно. Не до последней копейки где-то все. У тебя должен быть запас, подушка, да, безопасности финансовой, так называемой. У тебя должен быть запас сил, запас ресурсов, если что-то не так, чтобы ты мог решить вопрос. А не так, что упал, а это еще не конец, это еще полпути, а ты уже выдохся. Каждый, кто увидит, услышит, он параллели со своей жизнью, со своими ситуациями проведет. Вот это важно. Потому что 80% смертельных случаев в горах, они именно на спуске. Ущелье в 2,5 часах езды от нашего лагеря. И скажу вам, что тут потрясающе. Я не знаю, видно ли на заднем фоне, но сейчас вам покажу. Горная река. Если честно, коленки трясутся, когда подходишь к этому обрыву. Тут очень высоко и очень страшно. Друзья, это Россия. В России есть такие места. Я просто в легком шоке. Я много чего видел, я много путешествую, но такие виды заслуживают особого внимания. И, кстати, чучхел там вкусный.
что тебя может удивить? Ты видел облака внизу, ты видел горы. И, честно говоря, я сегодня не хотел сюда ехать. Но огромная благодарность ребятам, что разбудили, растолкали, взяли с собой, потому что здесь невероятная красота. Просто все лишнее уходит и становится хорошо. Пишите в комментариях, как вам это место. Хотели бы вы здесь оказаться. Нужно выбирать на карте мира такие достопримечательности, такие места, которые не очевидны абсолютно. Но вот я даже не слышал о том, что здесь есть такое место. Я даже не подозревал. Я думаю, таких мест много. И есть желание делать трипы по необычным местам для того, чтобы показывать их вам. Для того, чтобы вы могли с помощью моего ресурса, то есть я могу там тратить время, деньги на путешествия. И если вы знаете такие места, пишите обязательно в комментариях. Возможно, в следующий раз мы окажемся где-то там. Знаете, мне кажется, я влюбился. Мне кажется, я влюбился в горы. И сейчас тут просто фантастически. Это какая-то другая вселенная. Мне кажется, ну все, я встрял, короче. Я уже думаю о том, куда дальше ехать. Как вас зовут? Меня? Вадим. Да. Вы давно живете здесь? Родился, да. Родились здесь 62 года. Вы замечаете эту красоту или уже привыкли настолько, что не обращаете внимания? Иногда обращаем внимание, но замечаем красоту, хотя тут мы живем и отдыхаем тоже. У вас очень красиво, просто потрясающе. Ну, конечно. Спасибо большое. Что, Жек, рассказывай, как дела? Дела прекрасно. Давай погромче. Дела вообще огонь просто. Все, настроение стоямба? Настроение стоямба. Ощущается, как резко похолодало. Сразу видно, что мы подобрались к высоте 3200, 3300. Еще идти чуть-чуть совсем. Вот. Сил еще много, можно мешки таскать. Вот. Чай мешок загружу, погоди. Давай. Ну, в общем, в целом все огонь. Жека мой бади, дай пятюню. Оп. Живем практически вместе, в палатках рядом. Идем вместе, едим вместе, все вместе. Один в пропасть упал, второй рядом должен стоять, если что, вытащить. Чтобы реально была уверенность, что что-то, если случится, этот человек обязательно сделает все на 100%, чтобы помочь в трудную минуту. Если ты искренен, если ты вкладываешься на 100%, вот прям не жалеешь себя, то, как правило, эти люди, они с тобой навсегда потом остаются. Потому что людей таких мало. Все привыкли быть потребителями. Доноров мало. Доноры — это те, кто дают энергию, свое время, свои какие-то компетенции, опыт. Нужно учиться давать. Собственно, это один из мотивов, почему я делаю все свои блоги. Важно давать. Что-то добился в жизни, дай другим. Дети у меня пока маленькие, не могу им передавать свой опыт. А вот пацанов, девчонок рядом много, которым этот опыт может быть полезен в бизнесе, в личных отношениях, в карьере, в спорте и так далее. Поэтому, друзья, очень хочется, чтобы весь этот контент, весь этот материал заходил в правильное русло. В общем, ставьте от души поднятые пальцы и подписывайтесь на обновления, нажимайте колокольчики. Буду стараться дальше быть полезным и давать вам достойные материалы. Да, Жек? Покажу одно из самых красивых мест при Эльбрусе.
водопад Девичий Космос. Условия меняются, так же как и локации. Мы сейчас находимся на отметке 3800, приехали на кресельных подъемниках. Настроение боевое, некоторых людей начинает подрубать горная болезнь, они начинают смеяться, у кого-то другие спецэффекты. Но в целом группа в сборе. Как настрой, Леха? Настрой боевой. Сейчас залезем на самый верх. Жека, Вообще огонь просто. как тебе погодка? Прекрасно. Получше, чем дождь. Самое да? главное, что не льет дождь, это самое Да, главное. да. Всё Когда ты остальное просыпаешься, нет дождя, это такой кайф, ребята. И когда твой спальник сухой, это просто вышка, ребят. В такие моменты начинаешь переоценивать важность вещей, и когда приезжаешь домой, понимаешь, что у тебя есть вообще все абсолютно. Все, чтобы добиваться результатов, чтобы быть одним из лучших. Так что, друзья, давайте там не расслабляйтесь, пока мы тут покоряем Эльбрус, тоже покоряйте свои высоты в бизнесе, в карьере. Сейчас Николай добавит Только вперед, условный не сигнал, стоять на месте, ребята. Это Двигаемся, канал движение. Гипоксия. Канал Гипоксия. Слушайте Валеру, придете туда, куда надо. Пацаны, как дела? Огонь! Огонь! Понимаю, вам тяжело. Мы как шерпы трудимся. Давайте, молодцы, ребят. Он вам помочь, нет? Слушай, а на самом деле кислорода меньше, кажется, что сложнее, да? Ну да. Короче, тут свежее. Это уже Снежок идет. приятно. Мы ребята из Сибири и рады снегу. Фух, точно. Сибиряки дома оказались. Это называется путешествие во времени. Из лета в зиму. Скажите, какие у нас дальнейшие действия? Подъем на замечательной красивой машинке, которая называется Ратрак. С большими гусеницами, которая может заехать даже на вершину. Но это дорого стоит. Далеко ехать? Да, на 4000 идем. 4000. А сейчас мы на 3800. Выше уже не строят. Прокомментируйте погоду. Погода, гадя хреново, но шансы есть. Есть шансы, это главное. Полгода назад получил приглашение, купил билет, готовился. Через месяц бегу триатлон в Сочи. Но, к сожалению, подъем на Эльбрус у меня не удался. Я вот сейчас говорю через боль, через силу. Когда начал подниматься еще на подъемнике, голову схватило, сжало, тяжело. Думал, пройдет. Поднялся до Пастухов, там еще сильнее схватило. Но я терпел как мог, аж до слез. Спустился вниз, выпил таблеточку, думал, все пройдет, а не прошло. К сожалению, полгода подготовки к горе пошли, можно сказать, на смарку, потому что вершину я не покрыл. Но я не сильно отчаиваюсь. Я думаю, что на следующий год я обязательно еще раз сюда попробую съезжу. Ковы горы, группа готова. Только что была метель, снег, ветер. Сейчас небо раскрывается, я вам покажу. Мы видим небо и гору. Все, погнали. Мы замыкающие. Наша группа. Джон, как настрой? Огонь! Все отлично! Ваня, какая твоя функция как замыкающего? Следить, чтобы группа не растянулась, чтобы никто не потерялся. В случае потери тормозим впереди идущего, группа смыкается, отстающего ставим вперед. Сейчас встретили в горах деда такого крепкого. Он еще в советских ботинках кожаных шлепает. И говорит, мне 77 лет. Каждый год я приезжаю на Эльбрус для того, чтобы ходить пешком, для того, чтобы очищать свой организм. 77 лет деду, он выглядит прекрасно.
как огурчик. Поэтому что, будем тоже ходить. Тяжело сейчас, легко потом. Человек вмещается, можно и поплотнее, но в целом достаточно. Вот, самое главное, чтобы вещи сушились, здесь достаточно тепло. Такой штурманский выход, штурманское окно, видно Эльбрус. Вечером ложку, здесь необходимый набор аминокислот. В общем, ну, мед он полезен, тем более в горах, вместо сахара заходит хорошо. Ну и в часике добавим. Еще надо, да, меда. Чая очень много, а меда нет. Ты же знаешь, Да, свое родное. Да, мы как раз обсуждали, что сказали, что мед, не сало там. Мы-то уже на опыте, знаешь как, сало сила, спорт могила, да? Потому что сюда приехали, дождя нет, такой кайф, метель снег, но целый набор. Вчера, когда мы поднялись на скалы Пастухова, спускались назад, меня схватила горная болезнь. Если кто-то не знает и думает, что в гору так просто легко можно зайти и ничего тебе не будет, это не так. Горная болезнь практически каждого касается. Это когда у тебя начинает болеть голова, начинает подташнивать и такое дурацкое общее состояние вялости. Посмотрите позади меня, разве оно того не стоит? Мы вышли в 12 часов из лагеря, идем где-то 1,5 часа. Сколько, ребят, идем уже? 2,5 часа идем. Поднялись на высоту 4800, небольшой перерыв и идем дальше. Вроде что-то есть необычное, я вам сейчас покажу. Если это будет видно, позади меня фонарики. Группы идут со светителями налобными, на голове красный горит. Вот, и на небе звезды, погода хорошая. Сейчас будет самое холодное время. Возможно, это самый красивый рассвет в моей жизни. У нас финальный рывок. Осталось каких-то 300 метров, уже меньше, может быть 150. Но это так тяжело. Каждый шаг реально проверка на прочность. И вот эти диалоги внутри. Может быть назад, а может быть отдохнуть. Короче, круто у нас. Да, Жек? Все время думаешь, может быть, хватит. Да, но нет. Осталось чуть-чуть, нужно потерпеть. Вот. Мы столько сюда шли. И осталось каких-то 150 метров. Черт возьми, у меня мурашки по коже. Мы должны сделать это по-любому. Вот в ту сторону нам идти. Очень крутой подъем. Перспективу местную. Если честно, я даже боюсь назад смотреть. Потому что это ну очень высоко. Ну прям сильно высоко. Так высоко я в жизни никогда не был, кроме как в самолете. Туда можно улететь на раз-два, поэтому пользуемся системой самостраховки. Мы сейчас находимся недалеко от вершины. И это место называют тропой зомби. Угадаете почему? Последний рывочек перед отметкой 5640. Если бы вы видели меня по ту сторону экрана, я, короче, иду примерно так же. Вы видите, да? Тут даже в очереди, надеюсь, там скипасов нету. Чё, как там на вершине мира? О, Валера! Я вас заждался уже! Эх, поздравляю с настроением! Красавцы вообще! Что мы там побьем и все, и вершина. Мы идем, а мы не заканчиваем.